Бывает ли так, что человеку все объяснили, а он все равно настаивает на том, чтобы удалить все зубы и поставить все сразу? Бывают пациенты, которые послушают рекламу, приходят нам на прием и говорят: доктор, а что вот вы можете же все зубы удалить, сразу сделать нам протез? Это больше вопрос этики самого врача-стоматолога. И я говорю: да, окей, там не нужно пародонтологии, давайте все удалим, поставим имплантаты, как бы это быстрее и прибыльнее. Люди стали относиться к зубам как к волосам или как к ногтям. Всем привет! С вами Ольга Еременко в подкасте «Диалоги о здоровье» и гость подкаста стоматолог-ортопед, главный врач и основатель клиники Примадент, лектор собственного авторского курса для ортопедов, стоматологов Эдуард Ким. Привет, Эдуард! Привет, Ольга, рад тебя видеть. Сегодня вас ждет не просто дружественная беседа коллег, а разбор мифов в стоматологии. Итак, Эдуард, давай приступим. Да, давай, постараюсь максимально откровенно рассказать тебе о внутренних процессах, которые происходят у нас в стоматологии. Смотрите внимательно наш подкаст и подписывайтесь на страницу проекта. Эдуард, давай начнем с самого простого вопроса. Чем занимается врач-ортопед? Потому что большинство людей наслышаны сейчас о врачах-ортодонтов, которые занимаются исправлением кривых зубов за счет того, что устанавливают брекеты и элайнеры, и о врачах-гнатологе, которые занимаются исправлением сложных проблем с височно-нижнечелюстным суставом. Да, Ольга, ты совершенно права. Быть ортодонтом, а еще ортодонтом-гнатологом — это чрезвычайно модно. Но я тебе открою один секрет, что самый главный врач в клинике — это врач-ортопед. Именно он является тем доктором, с которого начинать нужно лечение, так как он планирует это лечение. И, соответственно, он как и главный дизайнер, и архитектор, и прораб, и мастер-исполнитель в одном лице. И именно он говорит, в какой определенный момент времени должен подключаться туда ортодонт, терапевт, гигиенист, имплантолог. И так как он отвечает за всю работу целиком, он контролирует этот весь процесс и, соответственно, дает прогноз общей работе. Поэтому без врача-ортопеда просто невозможно. Так вот, чем занимается врач-ортопед? Ортодонт приклеивает брекеты. Какие действия он совершает для лечения пациента? Ну, смотри, он как бы консолидирует работу всех смежных специалистов и, соответственно, на базе этой работы уже собирает весь зубной ряд. Согласно, скажем так, постуре, начиная от тела человека, согласно его эстетике, согласно его расположению зубных рядов, и прогнозирует, как это все будет взаимодействовать друг с другом. Ну, то есть ортопед — это тот человек, фактически, который отвечает за функции, чтобы все, что вылечили другие врачи, чтобы это все функционировало и жевало. То есть это коронки, это прикус. Совершенно верно. Ну смотри, даже мы хотим восстановить один зуб, да, коронкой. Соответственно, ортопед подсказывает или дает рекомендации, как этот зуб восстановить. То есть сделать там вкладку, либо пломбу просто поставить, либо нужен штифт. Соответственно, когда он этот зуб покроет коронкой, он дает прогноз, сколько этот зуб прослужит. Не лучше ли этот зуб удалить сразу, поставить имплантат, либо восстановить коронкой. То есть сколько это будет функционировать. То же самое касается ортодонтии. Известно, да, что ортодонтия, она когда уже во взрослом состоянии, это всего лишь шаг к комплексному протезированию, потому что когда зубы стоят неправильно, в неправильном прикусе, они стираются. И, соответственно, ортодонт выстраивает их потом в правильное положение, и уже не будет хватать анатомии зуба. И если высоты зуба. Если не восстановить их сразу же потом в полную анатомию, то прикус опять вернется в то же неправильное положение. Поэтому ортопед, уже понимая, как это должно все выглядеть, планирует, какой зуб каким образом нужно достроить. То есть делать реставрацию, накладку, либо покрыть его коронкой. И, соответственно, заканчивает лечение полностью и уже дает прогноз и оценку всей работе. Сколько это может функционировать, и как бы и отвечает за всю работу целиком только ортопед. То есть он начинает, и он и заканчивает эту работу. Эдуард, ну что, давай приступать к мифам, потому что это сейчас самое главное в стоматологии. Как ты относишься к обещаниям все на 4 имплантатах за 3 дня, и вы сможете жевать все, что угодно, и улыбаться, как в Голливуде? Есть люди, в том числе молодые красивые женщины, которые идут за обещаниями получить такую красивую улыбку и удаляют все свои зубы, даже те,
которые на самом деле не имеют показания к удалению и устанавливают данные конструкции? На самом деле я отношусь к этому очень критично, потому что зубы за 3 дня — это не про медицину, это больше про маркетинг. Конструкция все на 4 — это не универсальное решение для всех случаев. Да, действительно, когда бывают ситуации безнадежные и уже другого ничего не сделаешь, тогда это, конечно, хорошее решение. Но нужно понимать, что конструкция на 4 имплантатах — это последняя конструкция в жизни пациента. Когда мы удаляем зубы, это не начало, это не как бы точка невозврата уже. Происходят дальше естественные процессы старения, потому что нет зубов, нет питания челюстей, нет питания кости, и восстановить это мы уже никак не можем. Если есть показания, то да, это хороший вариант. Если это делается без показаний, потому что Мгм. основная проблема таких конструкций — это именно расширенные показания. То есть там, где даже зубы можно сохранить, их удаляют. При правильной подготовке производится еще и Мгм. редукция, то есть, грубо говоря, кость стачивают, спиливают Да, да, да. и сделают такой протез. Поэтому это точка невозврата уже. Эта реклама, она на самом деле провоцирует людей к удалению и к нелечению зубов вовремя. То есть можно полечить, а человек, а зачем? Вот в рекламе же пообещали, сейчас через 3 дня мне все поставят, и все будет хорошо и красиво. И да, я согласна, люди, они не понимают, что зубы это не волосы, они второй раз уже не вырастут. Да, я абсолютно согласен. Это больше про маркетинг. Они думают, что раз это титановый имплантат, там не будет кариеса, его можно не чистить. На самом деле за имплантатами нужно ухаживать даже больше, чем за естественными зубами. И там масса факторов, которые влияют на долговечность этого имплантата. И зачастую 4 имплантатов не хватает для того, чтобы он функционировал всю жизнь, потому что опоры Я мало. назначаю чистку зубов минимум 5 раз у людей, у которых имплантаты, то есть после каждого приема пищи. Абсолютно верно, я также говорю. Вот Потому поели, что почистили зубы, еще ирригатор, флосс, и это просто вот нужно быть маньяком-стоматологом тоже и чистить зубы там по 5-6 раз в день, потому что это без этого никуда. как ты выстраиваешь беседу с пациентами, которые хотят все быстро и сразу? Обещаешь ли ты им всегда блестящий результат? Во-первых, когда происходит коммуникация с пациентом, когда мы знакомимся с ним на первой консультации, должен происходить такой контакт, связь между Мгм. пациентом и врачом. То есть сначала мы должны понять хотелки и желания друг друга, и сможет ли врач это реализовать. В принципе, если проводить аналогию такими, знаешь, кружками, где в одном кружке это время, в другом качество и цена, соответственно, когда вот они находятся в балансе, тогда происходит такая положительная, хорошая работа, и происходит все достаточно гармонично. Если идет перекос в какую-то сторону, допустим, во времени, да, надо Мгм. сделать быстро, тогда страдает уже либо качество, либо что-то другое. Поэтому тут нужно понимать запросы пациента. Хорошее лечение, качественное, это не про скорость. Да, конечно, когда Мгм. пациент приходит, у него какая-то авральная ситуация, он хочет там, свадьбу человека, нет переднего зуба. Мы можем сделать экстренную стоматологию, восстановить зуб, но, как правило, это всегда будет какая-нибудь временная конструкция, Мгм. потому что мы... Ненадолго. Да, мы вот на день, который ему потребовалось, учитывать, какой там уровень десны, какой зуб, какой прикус, и понимая, что мы эти факторы просто не сможем все учесть сразу, обещать, что эта конструкция постоит всю жизнь, это просто будет Ну, вранье. то есть опять получается, что хорошо и быстро — это не всегда совместимые между собой вещи. Зачастую да. Мы, конечно, боремся с этим, потому что технологии идут вперед, мы используем цифровые технологии, планирование, и да, это намного удобнее и быстрее, чем в аналоговом способе. Но нужно понимать, что цифра — это не какая-то таблетка универсальная от всех болезней, это просто Мгм. всего лишь один из способов. И чтобы им хорошо владеть, нужно его знать. Бывает ли так, что человеку все объяснили, а он все равно настаивает на том, чтобы удалить все зубы и поставить все сразу? Как вы работаете с этим? Бывают пациенты, которые послушают рекламу, приходят к нам на прием и говорят: доктор, а что вот вы можете же все зубы удалить, сразу сделать нам протез? Тут, конечно же, нужно подходить индивидуально. Есть ли у пациента такие показания? Будет ли работать эта конструкция в его случае? Конечно, сейчас стоматология — это больше еще про удобство, да, и про то, что вот брали зубы, поставили имплантаты, сразу сделали временные конструкции, там через какое-то время поменяли временные на постоянные, и мы стараемся так работать. Но иногда бывают случаи, где скорость
Мгм. И, как бы скажем, тотальное протезирование просто неуместно, потому что есть другие факторы, которые влияют именно на качество. Хорошая работа– это не просто фотографии до, после. Нужно понимать, что будет с работой через 5 лет, через 10 лет, через 15 лет. Нужно понимать, как человек будет стареть вместе с этими зубами, с этими имплантами, какие процессы происходят в организме, и, соответственно, понимать, что будет потом на выходе. Но я так понимаю, что это больше вопрос этики самого врача-стоматолога, потому что в каждой клинике есть свои какие-то аспекты. Для кого-то важнее спасти зуб, а для кого-то быстрее установить имплантат. Или я что-то не то говорю? Знаешь, так сложилось, что вот раньше врачи были в основном универсалы. Они делали гигиену, лечили зубы, делали Мгм. коронки. И я заметил, даже по себе, я тоже так Мгм. работал, начинал, что ты и делаешь именно те процедуры, которые ты хорошо знаешь. То есть, Мгм. допустим, я ни разу не пародонтолог, и пациентам с пародонтологическим статусом плохим, да, и я говорю, да, окей, там не нужно пародонтологию, давайте все удалим, поставим имплантаты, как бы это быстрее и прибыльнее. А на самом деле каждый должен заниматься своей специальностью, потому что Да. он знает ее глубоко, не так, как знает это врач-универсал. Поэтому в этом плане идут такие перекосы. И также это относится к клиникам. То есть в клинике, которая заточена на имплантации, Мгм. я знаю, они имплантов ставят 200, 300, 500 имплантов в месяц, и они и говорят, что мы пролечили рот пациента имплантами, Да. природа очистилась. Ну, мне, конечно, так триггерят эти слова. Ага. Удалили все зубы, поставили имплантаты, и все. Хотя нет достаточно длительных исследований на эту тему, потому что это только все начинается еще, в отличие от других зубосохраняющих процедур, которым там больше 100 лет. Поэтому я к этому отношусь всегда скептически. И важно, чтобы каждый специалист, который глубоко разбирается Мгм. в теме, он именно со своей стороны дал оценку зубу, зубочелюстной системе, дал прогноз. Исходя уже из этого всего, мы уже понимаем, какой план должен быть у этого пациента непосредственно и что с ним будет потом. По поводу отдаленных результатов, где-то лет так 15 назад я попала на форум пародонтологов, который проходил в Москве, и пародонтологи европейские и американские показывали результаты вокруг имплантатов через 20 лет, ну потому что у нас это стало немножко попозже наступило. И они говорили о том, что да, мы вот ставили долго имплантаты, вот посмотрите наши результаты, там 15-летние, 20-летние. И сейчас мы уже склонны думать, что надо больше заниматься пародонтологией и спасать зубы, потому что когда зубы в кости, кость дольше сохраняется. Абсолютно согласен с ними. А вот мои личные наблюдения, где-то уже примерно 25 лет я практикую, Мгм. и где-то 23 года у меня наблюдение за пациентами, у которых стоят имплантаты, вот когда мы еще в начале моей карьеры ставили. Слава богу, у большинства все хорошо, но если говорить про сейчас, я бы такие конструкции, наверное, уже не повторил. Я бы максимально сохранял зубы. Нужно понимать, что когда мы удаляем все зубы и ставим все импланты, это последняя конструкция. То есть это уже как бы крайняя ситуация. К этой крайней ситуации можно идти в несколько этапов. То есть удалить часть зубов, которые абсолютно Мгм. безнадежны, поставить имплантаты. Пациент отфункционировал там 10-15 лет. Да. Те зубы, которые остались, они ушли, доставили имплантаты, трансформировали конструкцию, не переделывая все. Мы продумали это заранее. Соответственно, доставили импланты, закончили конструкцию, и пациент уже так до конца уже и живет с этими Я имплантатами. в этом с тобой настолько согласна, и то, что ты говоришь, мне близко, по той причине, что даже имплант, который стоит между своими зубами или между там в промежутке с двумя отсутствующими со своими зубами, то есть через 5 лет там больше кости, чем если рядом нет Совершенно вообще верно. своих зубов. Я тебе хочу рассказать просто про пару своих кейсов, когда Мгм. вот лет 10 назад мы удалили зуб, поставили имплантат, и все было великолепно, вот больше 10 лет. И в какой-то момент я смотрю, что просвечивает имплант сквозь десну. То есть там Мгм. как бы такое синее тело имплантата, хотя все стабильно. Есть слизистая, есть Мгм. как бы кость, но вот стал имплант просвечивать. Я стал анализировать, почему это происходит. Я там ездил на профильные курсы, Мгм. изучал эту тему. Есть просто процессы старения
и заживление. То есть, когда удаляем зуб, ставим имплантат, рана начинает заживать. Мы можем как-то приостановить эти процессы. То есть, допустим, если мы удалили зуб, происходит убыль кости и мягких тканей где-то на 25-30%. А если мы сделали презервацию лунки, там, заполнили костной тканью, либо поставили имплантат, убыль кости и мягких тканей, она сокращается до 5-10%, немного. Но, тем не менее, этот процесс, он идет в течение всей жизни. И если на этом месте стоит тело имплантата, оно просто оголяется. И мы не можем это прогнозировать или обещать пациенту, что это будет всю жизнь. Именно я поэтому против, что вот мы удалили все зубы, поставили имплантаты, и что это всю жизнь будет стабильно. А будет вертикальная, горизонтальная потеря костей. И если на этом пути стоят имплантаты, они также оголяются. Эдуард, ты просто один из немногих, наверное, стоматологов, чья философия мне очень близка, потому что люди стали относиться к зубам как к волосам или как к ногтям. И это очень болезненно. Я могу сказать, что это, наверное, мой печальный или не очень печальный. Это опыт работы, когда мы, все врачи, мы очень сильно верили в имплантаты. И, знаешь, за раз удалить зубы, поставить... Но мы не против имплантатов. Да, мы не против, да. Понимали. Просто мы нужно не против. это Если они нужны, то это должно быть Конечно, это лучшая рационально. замена зубу. Но в то же время, вот я расскажу, что вот мы удаляли там зубов много, ставили имплантатов, 16-20 имплантов за раз. Были кейсы, там ставили 14 имплантов, 14 коронок. Раньше считалось, что там один зуб, это один имплантат полноценный. Да. Сейчас как бы тенденция идет на уменьшение, то есть от максимума к минимуму идет. И наблюдая за этими работами, я понял, что по сути, если зуб стоит, есть кость. Здоровый зуб, поправочка, да? И если вдруг с этим зубом случается какая-то беда, не было там трещина зуба, мы его удалили, всегда поставили имплантат, и плюс у нас пошло время там 15-20 лет, это все еще функционирует. Но если мы его удалили до этого, прошло 15-20 лет, то зачастую, когда проблема возникает с имплантатом, туда уже ничего не поставишь. Ну да, потому что люди не задумываются. Зуб — это орган, вокруг него есть барорецепторы, на него есть нагрузка, там есть питание. У импланта нет барорецепторов. Да, совершенно верно. И это один из минусов. Ну что, давай блиц-опрос. Сейчас я задаю тебе короткие вопросы, ты мне коротко на них отвечаешь. Да, давай, буду стараться.